Здорово, бандит. Многие меня спрашивают, почему я не тестирую Audi. Просто большинство владельцев автомобилей Audi RS6, RS7 какие-то жлобы. Вот с владельцами BMW и Mercedes всегда было все проще. А вот с Audi прям геморрой, приходится на них охотиться. Про представительство я вообще не говорю. Там просто конченые персонажи. 2 года назад обращались к представительству Audi, чтобы они помогли детскому дому. Они сначала игриво кивали 2 месяца, а потом привезли нам 16 пакетов старых рваных вещей с рваными грязными игрушками. Я уже не говорю о том, что у Audi можно было попросить автомобиль на тест-драйв. В жизни не дадут. А если дадут, то, как и с BMW, нужно просто лизать эту Audi и говорить, что она замечательная. У нас этой нету, и вы об этом знаете. Но наш владелец тоже не дал ее по-хорошему. Его там держат люди. Ебать ему в печень. Все вы знаете, что есть Audi A6. Все вы знаете, что есть Audi S6. И все вы знаете, что есть Audi RS6. Audi A6. Обычный Audi. Audi S6. Спортивный Audi. Audi RS6. Резкий спортивный Audi. Вот он. Давайте откроем капот. О, опять эта ручка, как у Bentley. Bentley, Ford Focus, все одни и те же ручки. Здесь точно такой же двигатель, как и на Audi S8, который мы тестировали. 4-литровый двигатель, выдающий 560 лошадиных сил. Не могу сказать, что это мотор плохой, и не могу сказать, что это мотор хороший. С 4 литров отсосать 560 лошадиных сил, чтобы они ездили там 100-150 тысяч километров, достаточно проблематично. Потому что этих машин очень мало, их крайне мало. Посмотрите на улицах S8, RS6, Avant. Их практически нету на улицах. Очень редкая машина. Стоит TFSI, в пробках отключает 4 цилиндра. Решена проблема здесь, как у предыдущих RS6 с системой охлаждения. Они вроде не греются. Но из чего она собрана и как она едет? Это, конечно, вопрос. Выглядит она, конечно, очень круто. Я считаю, что внешний вид у этой тачки самый крутой из конкурентов. Диодная оптика, узенький прищур, бампер крутой, очень красиво. Расширенные крылья, база шире у нее. Эта машина при 4-литровом моторе на 21-х колесах умудряется вжаривать М5 и некоторые ешки. Керамическая тормозная система, вроде бы 405 мм передний тормозной диск. Что касается салона, вот этот пластик, конечно, вот этот. Салон прикольный, ковш прикольный, я думаю, очень удобно это все будет. Цвет очень красивый. И, кстати, эти машины делаются только в Аванте. Авант значит универсал. Раздельный климат, сзади ничего нет. Стеклоподъемник, шторочка, музыка базовая. Владелец говорит, что здесь ничего не гремит и не шумит. Значит, можно сделать? Это я, кстати, по поводу BMW. Ну, заедьте к пацанам в Audi, ну, посмотрите, как они делают. Ну, сделайте так же, что там багажник пусть гремит. Как положено, все по фэншую, везде все пусто. Везде все пусто. Ничего нету. Все для веса. Мне очень нравится, как выглядит RS6. Я считаю, что по дизайну они, конечно, далеко ушли. Да все, что болтать, поехали. Удобно. Можно подумать, что не очень большой любитель Audi, но у меня нет такого, что я их ненавижу. Ненавижу Grand Cherokee. Сейчас мы едем в комфорте, у нас 21 колеса, и все равно она даже в режиме комфорт, даже по ровной дороге достаточно жесткая. В салоне все просто, по-спартански. Ничего такого, что может удивить человека, живущего в 2015 году, нету абсолютно. Климат старое все. Монитор вот этот выдвигающийся, уже устал от него просто. Но это графика, могли бы нормально все нарисовать. RS6 по моим внутренним ощущениям похожа на BMW X5M. Это валящая тачка однозначно. Ну просто она низенькая. Можно много всякого барахла засунуть, там, да, она такая семейная. В принципе, на ней можно затеряться в толпе. Абсолютно обыкновенная машина. Обычный руль, ничего тут нового. Спасибо большое компании Audi, что вы сюда череп не засунули. Вот тут я должен подметить, что
очень удобные сиденья. Хотя это ковши, они должны быть не очень комфортные. Их задача держать. Вы слышали сейчас легкий звук такой? Это керамика. Керамические тормоза. Дорогое удовольствие, очень дорогое, надежное, качественное, но слишком дорогие и, в моем понимании, беспонтовые. Потому что можно на железяках нормально останавливаться, они стоят гораздо дешевле. Если здесь кусок этого тормозного диска отвалится, у вас приплымандус будет 1200 прям сразу. Пока типа эта машина на гарантии, у вас все замечательно. Хотя под вопросом у меня тормозные диски на гарантии у этой машины или нет. Данная машина прошла 18 тысяч километров. 560 лошадиных сил, которые можно раскачать там на 700, а если очень постараться, то и до косаря. Но как этот мотор 4-литровый будет это все отплевывать, я до конца не понимаю. Все, что здесь внутри есть, это все самое обыкновенное Audi. Я сидел в Audi A6 3 литра дизель, у которой комплектация была гораздо круче. Я понимаю, что вы можете сказать, что, наверное, эта машина в этой комплектации не очень полная и так далее. Пойдете в жопу, нормальная Audi. Сейчас мы в меню поставим динамик. У нас сразу изменился звук. И я понимаю, что эта машина живет двумя жизнями. Первая жизнь в режиме комфорта. Чтобы мама, теща и все остальные сидели спокойно, комфортно и думали, что они едут просто вау. Эту машину покупают люди, которые не хотят наводить палево. Абсолютно точно. И, кстати, владелец этой машины как раз именно такой человек. Не беспалевный, типа у меня универсальчик, такой обычный парень. Но как только вы включаете динамик и нажимаете на педаль газа, происходит машина в полнейшей комплектации стоит почти 9 миллионов. Звук слышен, да? Тут все исправно. Это керамика. В эту секунду надо оборачиваться и думать, никто меня не спалил из аудюшников. Я теперь понимаю, почему владелец этой машины, когда нас видит на Воробьевых, никогда сразу не останавливается. Он проедет где-то там чего-то, видимо, оттормозит нормально. Посмотрим, есть ли у него тупняк или нет. Так, готово? Тупила. И вот теперь ты пошла. Сотка. Да, она ездит, по ощущениям, выезжает из 4 100%. Audi RS6 это автомобиль необычного типа и необычного класса. Душа и любовь многих людей, которые любят данный автомобиль. Вот, например, гелики, да? Вот эти вот школьники-придурки вот эти. Гелик, я теку, я так. АМ5, АМ3, эти форточки такие стильные, такие. Это все вот это из этого класса автомобиль. RS6. Ничего нет в салоне, ни хера. Но я понимаю, что это зверина, просто зверина. Когда ты включаешь динамик драйв и ставишь на спортивный режим коробку, задает тебе вопрос. Ты, сука, ездить умеешь? Ты сидишь, молчишь. Она становится жестче. Она начинает подпрыгивать на каждой ямочке после того, как ты включил динамик. Она говорит, я тебя еще раз спрашиваю. Ты, сука, ездить умеешь? И потом она меняет выхлоп. Он становится все громче. А потом она нихуя не спрашивает. Она просто начинает ебать. Твою мать. Что ты делаешь? Спортбайк. Уйди. Дай нам проехать. Спортбайк. Ямаха какая-то была. Да ладно. Вообще, у меня зрение аж теряется. Все, что он делает. Вот керамика заработала. Вот для чего нужна керамика. После безумной скорости просто на 200, с 250 осаживаешь ее, железка, конечно, плывет. Смотрите в повороте, что она делает. Вообще, Audi RS для лохов. Знаете почему? Для необычных лохов. Это люди, которым насрать то, что в салоне, они знают, что эта тачка вылезет из любой ситуации, зимой и летом. Вот в повороте BMW так не может вести себя, как ведет вот эта тачка. Причем, видите, я особо не напрягаюсь. От тебя ушла жена? Не беда. Неприятности на работе? Не беда. Детей к маме и включай динамик. А просто цепляется в дорогу, реально рысь. Просто когтями держится так, пока я держу газ,
Мне даже трудно руль поворачивать, потому что я чувствую, какая нагрузка идет на привода. Нереально круто. РС-ка звериная тварь. Очень круто. Наше дыхание участилось. Ебать, как она останавливается. А, у меня живот стал еще больше. Когда я нажимаю газ, у меня появляются кубики. Когда я нажимаю тормоз, у меня появляется еще больше живот. Вот звук вот этот, ну, насрать на самом деле на этот звук. Поэтому, если вы видите, что к вам на светофор подлетает RS6 с каким-то дебильным звуком от торможения, ну, это единственное, что досталось вам, потому что все остальное достается владельцу. Она мне напоминает Ferrari F12 Berlinetta. Стоит как... Только Berlinetta жопу закидывает постоянно, а это стоит. Ты прикинь. Все настроение портится, когда ты останавливаешься, вот это начинается. Вот начинаешь искать, ничего нет. Зеркала удобные. Люк здесь нахрен не нужен. Вдруг перевернешься. Температура стоит на 90. Очень подозрительно. Видимо, они все-таки решили эту проблему. Этот мотор ведет себя шустрее, чем мотор на М5, М6 и на Иксах. А что самое прикольное, большинство сотрудников ГИБДД, когда видят универсал, вообще не понимают, что сейчас будет. Я не хочу этой фразы говорить, но мне, по-моему, нравится эта тачка. Руль выглядит по-ублюдски, просто по-ублюдски. Но когда ты за него держишься и наваливаешь, смотришь туда, удобство управления этим автомобилем просто зашкаливает. Так не стоит 63-я МГ, Ешка. Кузов вот так приподнимается, то ли он легкий, вот так приподнимается на ямках, что-то колышется, а колеса прямо не то, что как по рельсам, они прикручены. Но я могу сказать, на этой тачке можно из любой ситуации выйти. Ты посмотри, она наваливает как тварюга. Что это за тест-драйв такой? Ебать, охуй. Вообще не ожидал. Вообще не ожидал. Я теперь понимаю, почему владельцы RS6 ведут себя как евреи. Хочется ли мне, чтобы сейчас рядом сидела красивая телочка? Уважение на дороге? Да я не могу определить, оно есть или нет. Просто эти все кретины не успевают понять вообще, что произошло сейчас. Что сейчас было, кто это проехал. Какой-то дикий бешеный универсал пролетел просто сейчас и все. Чуть-чуть плавает задняя ось. Видимо, из-за веса. Вот чуть-чуть ты газу даешь. Вот, кстати, X по задней подвеске круче себя ведет, чем эта машина. Он более уверенно стоит из-за более широких колес. Стоит. То есть я о чем говорю? Жопа, когда я газу даю, жопа начинает играть. Но она играет, ничего ты с этим не сделаешь, потому что вес. Ну нельзя быть авантом и ни хрена не весить. Злая морда, хищная, в зеркало, наверное. Вот этой BMW сейчас было очень страшно. Сотрудник ГИБДД. Спрячемся здесь, чтобы нас не видел никто. Привет, привет. Да. Здрасте. Здрасте. Ну что же, я не знаю. Ну мы спрятались за такси, мы думали, вы нас не видите. Мы же все, гаишь не дремлет. Давайте документы. У нас вообще ничего нет. Как ничего нет? Ну вообще ничего нет. Ну отлично, мы самый коррумпированный экипаж, прошу вас. Присаживайтесь. А? Сейчас 100% телеграф идет. РС-6 синяя, номера такие-то. Ну его нахуй. Внешне волк в овечьей шкуре, стиль есть, от мотора в очередной раз пребываю в шоке. Клянусь. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты видишь это? Здесь нельзя так быстро ехать. Пошел нахуй, мне говорит Ауди.
Я думал, на самом деле, все будет гораздо хуже. Ну, в принципе, по салону хуже уже некуда, но мотор. Вот мотор вывозят. Посмотри, Audi сделали двигатель 4 литра, который накорячивает. Ну да, сотка. Из 4 секунд точно уезжает. Причем, знаете, я могу сказать, вот давайте комфорт включим. К вопросу каждый день ездить. Она мягче стала. И типа спокойнее, типа выхлоп там тише и так далее. Владелец, например, сказал, что не на каждый день. Ну, поспорил бы. Так, ищем жертву. Одно говно. Есть у Audi такие машины, на которых придется здесь много кругов сделать для того, чтобы понять, с кем можно прыгнуть, стартануть. Пока, к сожалению, таких машин нет. Хочу обратить внимание на температуру. Вот мы наваливали, она как была 90, так и осталась. Как они так сделали? Ничего не дребезжит. Вот как бы оно тут не очень интересно выглядело, но ничего не дребезжит, не хрустит, не пердит, ничего. Нас 3 человека в машине, мы наваливаем, на улице 20-ка, а температура стоит на месте. Достойно. Знаете, если будете на Воробьевых горах, вы увидите этот автомобиль, который жадно, практически круглосуточно находится в поиске. Рис ищет, кого бы ей джахнуть. Финалочка. С самого начала я не думал, что на меня этот автомобиль произведет такое позитивное впечатление. На самом деле получается, что у BMW мотор старый, с турбинками, у Mercedes по сути мотор старый, и только Audi умудрились сделать даже в кризис новый двигатель. И новый автомобиль, который находится на вершине технической мысли с точки зрения моторостроения. В Ингольштате ребятки думают не о фетише в салоне, они думают, как бы отжахать BMW и Mercedes. И походу у них пока это получается. Сиденья, ковши лучшие, в которых я когда-либо сидел. Комфортные, удобные, а главное очень красивые. Ни Mercedes, ни BMW, никто подобного не сделал. То самое ощущение, про которое я говорю, что колеса прикручены к асфальту, а кузов весь болтается, это как раз те самые высокие технологии, которые есть у Audi с точки зрения подвески. Здесь вся алюминиевая подвеска. И с точки зрения технической части она самая совершенная из автомобилей в своем классе. В итоге, после того, как я протестировал и Mercedes, и BMW, и Audi в этом классе, я абсолютно точно и честно говорю, все насасывают. RS6 Avant джахнула всех. Да, не такой крутой салон, но посмотрите, как она едет. Спасибо большое компании Audi, что сделали хотя бы это. С вами был я, Эрик Давидович. Пока.